В этом выпуске будем говорить про то, как поступить в учебные заведения Канады. Сколько все это стоит от минимума до максимума и с чего вообще начинать подготовку. Количество иностранных студентов, которых привлекает Канада и ее система образования, растет с каждым годом. Это связано со многими факторами, такими как стоимость обучения. Да, это платно, но получается это бюджетнее, чем в соседних Соединенных Штатах. Плюс это гибкость системы от дипломных и сертификатных программ в колледжах до научной степени при университете. А также легкая и понятная миграционная политика самой Канады. Колледжи, политехникумы и университеты предлагают ориентированные на карьеру программы с растущим уровнем прикладных исследований, которые направлены на решение проблем отрасли. Знания практически, которые потом применяются на практике. Более 95% студентов находят работу в своей области в течение 6 месяцев после выпуска. Это очень круто. То есть без работы никто не остается после. Какова стоимость проживания и плата за образование в Канаде? Во-первых, она сильно отличается в зависимости от региона, в котором вы хотите учиться, университета или программы. Плата за обучение может варьироваться от 15,5 до 55 тысяч канадских долларов. Также придется учитывать другие расходы. Проживание, за квартиру надо платить. Общественный транспорт, расходы на питание, здесь кто как кушает, извините. Книги и учебные принадлежности, это тоже не маленькая статья расходов. Все это может составить дополнительные расходы 15 тысяч канадских долларов в год. С чего начинать подготовку и процесс поступления? Шаг первый. Сначала нужно изучить требования и сроки. Начните процесс подачи заявки за год до того, когда планируете поступать. Не стоит тянуть до официальных дедлайнов, так как учебное заведение может запросить еще дополнительную информацию. Обработка международных заявок может занять до 6 месяцев. Поэтому лучше всего подавать заявки сразу, как только выбранные вузы начнут прием. Ну и естественно потребуется время, чтобы получить разрешение на учебу в Канаде и визу. Условия приема могут отличаться в различных провинциях. Провинция — это как у нас регион, край, да? Изучите веб-сайты университетов, узнайте конкретные требования к поступлению в конкретном вузе. Есть общие условия. Они включают актуальный паспорт, знание английского языка или французского языка, если вы в Монреале собрались учиться, и доказательства того, что вы можете финансировать свое обучение. На некоторых программах могут потребоваться портфолио для курсов по искусству и дизайну, например, курсов архитектуры, вы поняли, да? Также может потребоваться личное заявление, которое объясняет, почему вы хотите получить образование в Канаде, в конкретном учебном заведении, на конкретной специальности. Ну и еще могут потребоваться рекомендации. Обязательно учитывайте, что в каждой канадской провинции свое министерство образования и своя система подачи заявок. Например, в колледже Онтарио подача заявок осуществляется через портал колледжей Онтарио www.ontariocolleges.ca. Чтобы подать заявку в колледж Британской Колумбии, это Ванкувер где, нужно будет воспользоваться их порталом apply.educationplanetbc.ca. То же самое происходит и с университетами. Каждое учебное заведение прикреплено к какому-либо порталу подачи заявок, за редким исключением, когда у университета есть своя система подачи. Чем рейтинговее учебное заведение, в которое студент подает документы, тем дольше и сложнее процедура подачи заявки. Тем больше задают дополнительных вопросов и требуют больше дополнительной информации. Не только об успеваемости потенциального студента, но и о его внеучебной деятельности. Шаг второй. Выберите курс и учебное заведение. То есть, хочу учиться в Канаде, так не прокатит. Нужно понимать, что вы хотите изучать и в каком вузе. Канада может предложить более 3000 программ бакалавриата. 3000. Не подавайте документы наугад. Сравните варианты
выберите приоритетный курс, куда хотите поступать, и 1-2 альтернативы в качестве резерва, куда вас гарантированно примут. То есть, возможно, не такое рейтинговое, но зато вы точно поступите. Нужно также учитывать, что не все университеты и колледжи имеют право принимать иностранных студентов. Когда вы, к примеру, обращаетесь к нам и говорите, вот там так дешево, давайте туда. А на самом деле просто иностранцев они не могут принимать. Вот и все. Мы должны это понимать, да, чтобы принимать иностранных студентов, учебное заведение должно обладать определенными сертификатами, получать разрешение на все это дело. Да, к нам часто обращаются, находят какие-то очень экономные программы, которые рассчитаны на местных. Он говорит, вот мы там нашли так дешево, но иностранцев туда не берут. Многие, кто сами подаются, хотят обойти все системы, подать на все самое дешевое. Потенциальные мигранты, потом им отказывают в визах, начинаются проблемы. Поэтому таких вариантов нужно избегать. Итак, мы поняли. Нужно проверить, находится ли ваш вуз в списке аккредитованных канадских учебных заведений. Designed Learning Institutions of Canada, которые имеют право принять вас. Шаг 3. Пройдите стандартизированные тесты. Для обучения в Канаде каждый международный студент должен доказать знание английского языка, или французского для провинции Квебек. IELTS является предпочтительным тестом для английского. При этом учебные заведения также принимают и экзамен TOEFL. Для французского языка это DAL, DELF, TCF и другие. Более распространен TEF. В соответствии с требованиями университетов и колледжей могут понадобиться GRE и GMAT. Да, есть еще один момент. Подавать заявки на тесты также стоит заранее на случай, если придется повторно пройти тест, если вдруг вы не дотянули до необходимого балла. Сроки действия международных сертификатов 2 года, поэтому не стоит слишком сильно сдавать языковые тесты. За 2 года до поступления, за 3 года не надо. Шаг 4. Связаться с университетами и колледжами. Когда приходит время связываться с выбранным университетом, в вашем списке подавайте заявки и необходимые документы через указанные выше онлайн-порталы. Как только вы подадите заявку, вы получите электронное письмо с подтверждением получения заявки. В некоторых случаях вам пришлют логин и пароль от личного кабинета на онлайн-портале университета, где также нужно будет внести необходимую информацию и заполнить формы. Очень часто это целый большой длительный процесс, куча форм и так далее, и так далее. Заполните форму, заявки и убедитесь, что вы предоставляете достоверную информацию, подкрепленную документальными доказательствами. Как только это будет сделано, настает время ожидание ответа от вуза по обычной или электронной почте. Да, это может быть и по обычной почте. Ждать ответ возможно в течение 6 месяцев. В случае, если вуз решит зачислить вас, вам отправят письмо о принятии, offer. Бывает, как правило, conditional или unconditional, то есть условно или безусловно. Если условно, то там какие-то условия будут. Шаг 5. Подать заявку на study permit и получить визу. Как только вы получите извещение о зачислении, нужно оплатить указанный в извещении депозит. Как правило, равный стоимости первого семестра обучения, после оплаты которого университет-колледж пришлет Letter of Acceptance, с которым уже можно подавать заявление на получение Study Permit. Также для въезда в Канаду нужно получить визу временного резидента, Temporary Resident Visa. Шаг 6. Сборы в дорогу. Время рассмотрения документов обычно не менее 4-8 недель после обработки заявления. Если необходимо собеседование, сотрудник миграционной службы примет решение по вашей заявке. Если Study Permit одобрен, вам пришлют подтверждение и поставят в паспорт визу временного резидента. Она будет иметь дату, не позднее которой вы должны прибыть в Канаду. То есть получить ее и оставаться в России у вас не получится, или тусоваться где-то. Но и раньше даты начала действия визы вам также не разрешат въезд в страну. Покупайте билет на самолет только после получения визового подтверждения. Как не запутаться во всех этих системах подачи заявок и упростить все процедуры? Для международных студентов, которые планируют поступать в канадские высшие учебные заведения после окончания российских школ, наши партнеры разработали такие программы, как University Pathway Program и программы международного первого
курса, подача на которые существенно легче и проще, чем подача напрямую в университет. Многие, кто хотят после школы сразу же поступать в университеты, дабы экономить год обучения. На самом деле, вот в большинстве случаев, работая со студентами из России, Казахстана, Украины, Беларуси, есть такой момент, что да, хочется, конечно, сэкономить год быстрее, дешевле, но на самом деле, когда вы стараетесь поступить в университет, мы забываем, что уровень наших знаний часто недостаточный. И когда начинаешь учиться в университете сразу же, то потом, во-первых, как бы так сложнее зачислиться. Во-вторых, очень сложно учиться. То есть реально знания должны быть высокие. Часто мы, скажем так, себя переоцениваем. Мы себя переоцениваем, думаем, что мы так все отлично знаем, у нас там были пятерки в нашей школе, но потом все идет не очень хорошо. Для этого и существуют программы Pathway, где вы не просто учите английский язык, вас готовят к тому, что будет в университете. И для вас это не так, что вот знаете, как ребенка бросил в реку, и он как бы выплывет, не выплывет. Нет. А вы уже подходите к этому подготовленными. Есть такая программа, как University Pathway Program от ILAC. Рассчитана на студентов, которым пока не хватает уровня языка и навыков зарубежного обучения. А сертификаты об успешном окончании программы принимают в более 80 высших учебных заведениях Канады. Сроки обучения зависят от текущего уровня английского языка. Потенциального студента могут взять на 8 недель и больше. Ну, то есть, если уровень хороший, 8 недель, хуже уровень, то дольше. Такие университеты, как Simon Fraser University, Ryerson University, University of Manitoba, Wilfrid Laurier, специально для иностранных студентов разработали программы международного первого курса, при успешном окончании которых студенты прогрессируют сразу на второй курс университета, то есть без потери времени. Преимущество таких программ в том, что в обучение входит изучение академического английского. Learning skills. Навыки обучения именно в Канаде. Учеба в классах до 30 человек. В сравнении с огромными университетскими аудиториями, где у вас на лекции может быть 300 человек. Более индивидуальный подход к каждому студенту. По статистике, больший процент иностранцев прогрессирует на второй курс университета после окончания первого международного года в сравнении с теми, кто поступает и учится сразу на общих основаниях. Таким образом, Канада сделала все, чтобы иностранцы, желающие получить образование в их стране, максимально легко адаптировались к новой жизни и системе образования. Мы подходим к концу. Тема на самом деле очень обширная, вопросов может быть также большое количество. Если они у вас остались, если у вас больше появилось вопросов после этого видео, пишите в комментариях. Еще лучше, заходите к нам на сайт www.smaps.ru. Там есть онлайн-чат. У нас потрясающие консультанты по Канаде, визовые специалисты по Канаде. Вы можете задать интересующие вас вопросы. Мы являемся официальными представителями многих канадских учебных заведений. Можем напрямую организовать общение с представителями. Пишите. Обращайтесь к нам по любым вопросам и обязательно подписывайтесь, если еще не сделали этого. У нас много всего интересного про зарубежное образование, иммиграции, учебу в разных странах. И, конечно, заходите и к нам в Instagram, также Smaps. Ежедневно выходят посты и много интересной информации там. Пока, увидимся в следующих роликах.